Я провел серию тестов в Viking Rise и заметил очень странную вещь. На первый взгляд все должно было работать достаточно просто. Если один билд дает много атаки, а другой дает столько же процентов защиты, то кажется, что они должны быть примерно равны по силе. Но по факту я увидел совсем другую картину. Когда я поставил два скакуна на защиту, мой отряд стабильно показал себя лучше, чем билд с двумя скакунами на атаку. А когда я заменил эти две защиты на два здоровья, то билд на атаку уже начал побеждать. И после этого стало понятно, что в Viking Rise защита это не просто стат на выживаемость. Скорее всего, она влияет на бой намного глубже, чем многие думают. Сегодня я подробно разберу, почему две защиты сильнее две атаки, почему ОЗ слабее, как вообще может работать механика боя по раундам и почему защита дает даже пользу тогда, когда вам кажется, что вас никто не бьет. Сама суть вопроса здесь очень простая. Многие игроки рассуждают так. Атака увеличивает мой урон, защита уменьшает входящий урон, значит это почти зеркальные параметры. И если два скакуна на атаку дают примерно такой же прирост по процентам, как два скакуна на защиту, то кажется, что это просто два аналога друг друга. На бумаге эта логика выглядит нормально, но в реальном бою все упирается не только в цифру процента, а в то, как именно этот параметр входит в боевую формулу и насколько разных вещей он влияет. И вот как раз здесь защита, судя по тестам, начинает резко выигрывать у атаки. Чтобы не гадать, я решил проверить это на практике. Я протестировал три варианта билдов. Первый вариант – это два скакуна на атаку. Второй вариант – это два скакуна на защиту. Третий вариант – это два скакуна на здоровье. Смысл теста был максимально простой – оставить остальные условия как можно более одинаковыми и посмотреть, как именно будет меняться результат только из-за этих параметров. То есть, по сути, я хотел увидеть не просто, кто победит, а понять, какой стат реально дает больше пользы именно в бою. Результаты получились очень показательными. Первое. Две защиты оказались сильнее две атаки. Второе. Две атаки оказались сильнее два здоровья. И если коротко выразить итоговую эффективность этих параметров, то получается следующая картинка. Защита сильнее атаки, атака сильнее здоровья. И вот это уже очень важный вывод, потому что он показывает, что в игре защита это не просто еще один стат рядом с атакой, а параметр, который скорее всего зашит в боевую механику намного глубже. Вот здесь у многих и возникает главный вопрос. Если два скакуна на атаку дают условно тот же масштаб усиления, что и два скакуна на защиту, почему тогда защита показывает себя лучше? По логике кажется, что все должно быть симметрично. Допустим, атака усиливает мой урон, защита уменьшает урон по мне. Если эти приросты одинаковы, то будто бы один параметр должен уравновешивать другой. Но проблема в том, что в реальном бою эти параметры не обязательно быть симметричными, потому что атака влияет в основном на одну вещь – на размер наносимого урона. А защита, как показывает практика, запускает сразу цепочку дополнительных эффектов. Уменьшает входящий урон, замедляет потери войск, дольше сохраняет численность армии, дольше удерживает стабильный ДПС, урон, повышает ценность лечения, увеличивает пользу от долгого боя и повторных срабатываний навыков. Именно поэтому защита может давать намного больше итоговой пользы, даже если по цифре проценты выглядят похожими. Теперь давайте разберемся, как вообще может считаться бой в Viking Rise. Сразу важно сказать честно, разработчики не публикуют точную формулу, поэтому мы можем говорить только о приближенной модели, которая хорошо объясняет наблюдаемые результаты. Обычно в таких стратегиях логика расчета выглядит примерно так. Сначала игра считает базовый урон, условно это может быть базовая атака отряда, умноженная на коэффициент навыка, умноженная на дополнительные бонусы и модификаторы. То есть приближенно это можно записать так. Базовый урон равно атака, умноженная на коэффициент навыка, умноженная на модификаторы. После этого игра применяет защиту противника. И часто в стратегиях используется логика, похожая на такую. Итоговый урон равен базовый урон, умноженный на 100, деленный на 100 плюс защита. Это не обязательно точная формула Viking Rise, но она хорошо объясняет то, что мы видим на практике, а именно почему рост защиты начинает давать очень сильный эффект в долгом бою. Теперь отдельно про атаку. Атака это самый понятный параметр. Она усиливает тот урон, который наносит ваш отряд. Если упростить максимально, то атака работает примерно так. Чем выше атака, тем выше базовый размер удара.
Тем сильнее обычные удары, тем сильнее часть навыков и тем быстрее вы убиваете вражеские юниты. Например, если у вас был условный базовый урон 1000, а потом вы получили большой бонус к атаке, то этот урон может вырасти до 1500, 1800, 2000 и выше, в зависимости от итогового процента. То есть атака — это стат, который ускоряет бой с вашей стороны. Она помогает быстрее продавливать противника, но у нее есть важное ограничение. Она никак не уменьшает урон, который получаете вы сами, и поэтому в долгом бою одной только атаки может оказаться недостаточно. А вот защита работает уже совсем по-другому. Защита уменьшает не ваш урон, а входящий урон по вашему отряду, и в этом ее огромная сила. Если враг наносит вам условно 1000 урона, а защита режет часть этого урона, то вы можете получать, например, не 1000, а 800, 700 или еще меньше. И самое главное здесь то, что это работает на каждый удар. То есть один раз защита уменьшила урон, потом еще раз уменьшила, потом еще раз, и так на протяжении всего боя. Получается накопительный эффект. И если атака просто увеличивает ваш урон, то защита начинает менять всю структуру боя. Потому что меньше входящего урона, это значит медленнее теряются юниты, дольше сохраняется численность армии, дольше сохраняется ваш полный урон, больше времени на лечение, больше времени на навыки, выше общая устойчивость отряда. То есть защита работает не только как стат на выживаемость, она еще и косвенно помогает дольше реализовывать урон. Теперь про здоровье. Здоровье — это самый прямолинейный параметр из трех. Оно просто увеличивает общий запас здоровья вашей армии. Если условно у вас было 10 тысяч здоровья, а потом вы получили большой бонус к ОЗ, то это здоровье превращается, например, в 13 тысяч или 14 тысяч. На первый взгляд кажется, что это тоже очень сильно, потому что армия просто становится толще. Но здесь есть важный нюанс. ОЗ увеличивает запас здоровья, но не уменьшает сам входящий урон. То есть враг как бил сильно, так и продолжает бить сильно. Юниты как умирали от больших ударов, так и продолжают умирать. Да, чуть позже, но сама механика входящего урона не меняется. Именно поэтому здоровье оказалось слабее атаки. Потому что оно не ломает темп боя и не меняет размен урона так, как это делает защита. Теперь самая важная часть всего разбора. В Викинг Райс отряд — это не один герой с полоской здоровья, это масса юнитов. И когда отряд получает урон, он не просто теряет здоровье, он теряет численность армии. А это критически важно. Потому что общий урон армии напрямую зависит от того, сколько юнитов еще живо. Если у вас осталось 100% армии, вы наносите полный урон. Если осталось 80% армии, ваш общий урон уже начинает проседать. Если осталось 50% армии, вы уже физически не можете выдавать тот же урон, что в начале боя. И вот здесь защита снова получает огромную ценность. Она замедляет потери войск, а значит ваш отряд дольше остается полным, а значит дольше наносит почти максимальный урон. Получается, что защита косвенно усиливает и ваш урон тоже. Не напрямую как атака, а через сохранение численности. И вот это одна из ключевых причин, почему две защиты начинают выигрывать у две атаки. Если перевести это на простой язык, то картина получается такая. Билд на атаку стартует агрессивнее. Вначале он может наносить очень хороший урон, но если он сам получает больше урона, он быстрее теряет войска, а значит его общий ДПС урон начинает проседать раньше. Билд на защиту может стартовать гораздо медленнее, но зато он дольше держит численность армии и дольше сохраняет стабильный урон. То есть в коротком отрезке атака может казаться сильнее, а вот на дистанции защита часто начинает выигрывать именно за счет стабильности урона. Отдельно очень важно сказать про лечение. В игре есть герои с коэффициентами лечения, например, 600 или 800. И даже если мы сейчас не утверждаем точную скрытую формулу, сам принцип все равно понятен. Если ваш отряд получает меньше урона, лечение становится эффективнее по результату. Допустим, без защиты вы получаете 1000 урона за раз, а потом восстанавливаете 2000. Получается, ваш хил перекрывает примерно 2 входящих удара. Но если с защитой вы начинаете получать не 1000, а 700, тот же самый хил уже перекрывает почти 3 удара. То есть защита не обязательно увеличивает цифру лечения, но она увеличивает ценность лечения, а это в долгих боях очень важно. Есть еще один важный момент, который многие игроки вообще недооценивают. Это польза защиты в поле. Некоторые думают так.
Если меня никто напрямую не фокусит, значит защита мне не особо нужна, и лучше взять два бонуса атаки, чтобы самому наносить больше урона. Но это совсем не так. Когда вы атакуете вражеский отряд в поле, он все равно наносит контратаку. То есть даже если вас не выбрали прямой целью, вы все равно получаете ответный урон просто из-за самого размена. И вот здесь две атаки начинают терять часть своей привлекательности. Да, вы наносите больше урона, но вы все равно получаете ответный урон. Ваши войска все равно умирают. Численность отряда все равно проседает. А значит, с каждым следующим ударом вы уже не так сильны, как в начале. А вот две защиты работают иначе. Вы тоже атакуете, вы тоже получаете контратаку, но из-за защиты ваши войска умирают медленнее. Численность армии дольше остается высокой, и вы дольше сохраняете стабильный урон. То есть даже в поле, где кажется, что главное это просто бить сильнее, защита может косвенно оказаться полезнее именно потому, что позволяет не проседать по урону со временем. Вот такая картина у меня получилась по итогам тестов и логического разбора механики. Если у вас были похожие тесты, обязательно напишите в комментариях, какие результаты получились у вас. Особенно интересно посмотреть, как это работает на других типах войск, с другими героями и в других форматах боя. И если тема зайдет, следующим роликом можно сделать еще более глубокий разбор, отдельно по лечению, отдельно по героям, отдельно по связкам скакунов и понять, где лучше две защиты, где одна защита плюс одна атака, а где вообще есть смысл рассматривать другие варианты.